дорогие друзья! Доброе утро! Да, у нас утро, у нас 8:45, Да. вот, поэтому мы сейчас идем на завтрак, а завтрак у нас проходит так же, как и мы находимся в отеле IC Green Palace Лара Кондо. Турция. Турция! Мы в Турции. У нас сегодня предпоследний день нахождения в этом отеле и предпоследний день нашего отпуска. Осталось, да. Так как в анекдоте. А ее звали Турция, да? Вот. Поэтому будем наслаждаться и стараться доотдохнуть за последние 2 дня. У нас сегодня габана заказана на пляже. Посмотрим, Так что, какие да. они здесь есть и что в них включено, сколько что стоит. Все вам покажем. Ну а сейчас пойдемте на завтрак. На ресторан. Да. У нас завтрак. Вкусняшки. Ой, как вкусно уже пахнет. Просто, может, мы голодные. И нас встречает сначала закуски, а именно овощи. И соленья, в том числе оливки. Поехали дальше. Стандартный стол с всякими орешками, печенюшками и сухофруктами. Что сегодня здесь нам предлагают? Здесь салат капреза. Он вчера тоже был, и сегодня его повторяют. Так, здесь сегодня какой-то интересный тост. Я его хочу взять и хочу взять блинчик. У нас суджук на гриле и сыр на гриле. Снова у нас на завтрак яйца Бенедикт. Вот такой подача с рыбкой. Здесь жареный перец с томатным соусом, картофель фри, менемен и также орел борок с сыром. Отличные булочки. Здесь у нас сухие завтраки, а также вот эти вот милкшейки. Очень-очень вкусные милкшейки. Различные яйца, сваренные вкрутую, либо послабее. Запеченный картофель, молочный омлет, а также есть панкейки. У нас сегодня есть суп эзогелин, так это может молочное, и куриный бульон. Также вот такая вот различная закуска. Жареная морковка, жареный баклажан, жареный перец, жареный лук, мед, варенье, причем, как видите, в большом количестве, сливочное масло, несколько видов сыров, сливочный сыр. Попробуем сливочный. Здесь компот из различных фруктов. И различная нарезка из колбас. Вот такой вот огромный выбор. Это халва, и это тоже колбаса. Огромнейший просто выбор. Снова выпечка в большом количестве. И фруктовый стол. Вот такой вот фруктовый стол. Здесь можно взять воды, здесь же сок, но, честно скажу, не очень вкусный. И здесь же чай, кофе, различные капучино. Все здесь можно. Ну что, вот такой вот у нас сегодня завтрак. Завтраки здесь, в принципе, тоже все очень похожи. Мало чем изменяются. Ну, меняется чуть-чуть там от шефа что-то меняется. Ну, по-моему, вот, что вчера это было блюдо от шефа, и вот это, и все. Других блюд от шефа я не видела сегодня на завтраке. А вчера где другой был? Нет, такое же, да, было. Ну, значит, ничего не меняется. Ну, в принципе, они во всех отелях завтраки стандартные. Да. Что-то я опять объелась. Вроде бы не съела ничего сверх нормы, но как-то я опять объелась. Не знаю, это рок моего пребывания в этот раз в Турции, что я постоянно объевшаяся. Может, просто еще вчерашние кусочки с ужина не до конца улеглись. Ну, а сейчас мы идем в нашу кабану. И заодно вам ее покажем. Значит, дорога к пляжу идет через вот эту локацию с бассейнами. И вот туда. В принципе, наверное, можно даже вот здесь пройти. Давай вот здесь пройдем. Можно вот так вот пойти и пойти вдоль территории
IC Residence. А можно пойти вот здесь вот мимо мини-клуба, мимо горок и тоже сразу выйти на пляж. То есть, в принципе, здесь два пути. Нам очень нравится эта локация с фонтаном. Написано, что здесь есть лебеди. Пожалуйста, не убивайте нас хлебом. А лебеди-то где? Наверное, все Ой, там даже кувшинки. Мы хотим попробовать вечером вот здесь вот посидеть на ужине, если получится занять места. А, вот они лебеди, смотри. Смотри, лебеди. А я только я хотела сказать, где мои лебеди. Они вот они. Какая прелесть. Да. Очень красивые. А есть-то не хотят. Не, ну там написано, что нельзя их кормить. Не убивайте нас едой. На самом деле, еда очень жирная, очень это, и как бы нехорошо ее кормить. Пойдем. Так что лебеди есть. Муси-пусенький, правда, совсем. Но не молоденькие. Да. Ой, а есть. И вот получается, к пляжу дорога вот так вот идет. О, наш рыжик. Это наш рыжик или Да. какой другой рыжик? Не, наш. Которого вчера кормили в Да. ресторане? А сегодня вон его нормальной пищей кормят. Не то, что мы. Мясо. Ну, он вчера ж рычал, так подрыкивал. А черный, как он это, кусок мяса от муравьев отряхивал. Да вообще, да, Вообще да, да. просто. Ой. Было просто темно, и мы... Ну, просто вы бы это не увидели там. Они практически у нас под столом сидели, поэтому он это сам было. был чёрный. Кошечек здесь очень много, но они здесь все очень добрые. Да. Так, мы дошли с вами до пляжа. Видите, получается где-то примерно 4 минуты у нас это заняло. 4-5 минут вот таким вот неспешным Зато шагом. мимо банановой рощи. Ну да, пальмовая роща. Банановая. Банановая? И пальмовая. И пальмовая. Так, вот здесь детская площадка, а нам вон туда. Рядом пирс, с которого мы можем спокойно с тобой плавать. Поплавать. Единственное, что очень крутая лесенка. Очень крутая лесенка. Ой. Так, где там наша кабана? Кабана или габана? Кабана. Кабана с той стороны. И А почему? А вот здесь, по-моему, можно зайти. здесь мы не пройдем. Думаешь? Здесь как перелезть через забор. Ну почему? Здесь вход. Вот он, вход. Семен Семенович. И прямо вот мимо идешь и нормально заходишь. Как раз вот IC Green Palace Beach. Для регистрации с кабаны. Ишь, кабана. И наша вот какая-то вот одна из них. Какая? Пойду там обойду. Обойди. А наша вот же двойка, да? Вот она. Вот она, наша кабана. Здесь уже накрыт фруктами. Стоит шампанское. И там же, чтобы не растаяло, получается, шоколадка. И вот эти вот харбо вкусняшки. Мягкие, хорошие. И вон там еще. А еще вот здесь вот чипсы. Да. Да, это самое главное. Открываем шампанское. Ой, зачем же вы его потрясли-то? Мама, отбегай. Называется. Ой, какое интересное у вас шампанское. У нас бы оно уже это. Взрыв был. А, teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Давай, мальчика. Здоровья. Ура! Ура. Единственный нюанс, который вот мы сейчас обратили внимание, вот здесь, нам кажется, должен был быть холодильник бы, который должен был стоять и быть заполнен, но его здесь нет. Поэтому есть розетки, не проверяли, еще рабочие, не рабочие, но удобные лежаки, вроде бы удобные сидушки, все хорошо, но холодильников нема. И здесь экономят. Моя рыжуля идет. Как, ты искупалась? Солнышко, как водичка? Водичка хорошая, но я поняла, почему я не люблю вот эту часть моря. А люблю больше Кемер, в ту сторону.
Потому что когда выходишь из воды, за счет того, что она вся в песке, я вот пока дошла до того, чтобы обмыться, песок, видимо, был на ногах чуть-чуть, и я себя натерла ногу моментально. Ну, то есть вот ты даже выходишь из воды, вроде бы ты не заходишь, ты заходишь с пирса, то есть ты нигде с песком не соприкасаешься. Но вода сама в песке. Вот, то есть она вот, ну то есть даже здесь везде песок. Ну да, и она выходя, такая мутная. мелкие песчинки на тебе Он остаются. везде. Да, то есть вообще полностью. Все-таки Кемер в этом плане, вот Гёню, Кемер, там где нет песка, а камушки для меня роднее. Ну вот для меня тоже. И я заметила здесь, да, самое удобное спускаться с пирса, но здесь очень плохая лестница на пирсе. Очень плохая лестница. И она точно такая же скользкая. Да. Только плюс ко всему она еще очень-очень крутая. Да. В общем, неудобный здесь заход в море. Неудобно. А также здесь ходил водный спорт, и нам вот дали вот такую брошюрку. Решил вам показать, чтобы вы понимали, что по цене, что предлагают здесь на пляже. Так, что еще? Ну, в принципе, наверное, особо все. Вот такая вот брошюрка. Там, где мой бич, мой бич. Нам принесли напитки, нам принесли чай, правда, мы просили турецкий, ну ладно. Ну, практически турецкий. К слову о чашке, она немножко грязная. Да, вот прям вот совсем. Вот, но апероль вроде принесли красивый. Честно говоря, эта чашка страшно пить. То ли она когда несли ее, расплескалась, то ли из нее уже пили. Ну, будем надеяться, что из нее не пили, просто ее плохо помыли. Мы пошли до номера другой локации. И смотрите, какая здесь прелесть. Они вон прям чувствуют. Смотри, как плывут. Да. Но все, видимо, никто не доходит, и никто их не кормит. Мы вам принесем покушать на обратной дороге, рыбочки вы наши. Какие вы красивые! Они разные абсолютно. Надо им... А вон там вообще большие. Надо будет принести им покушать. Да. Смотрите, довольно-таки очень популярностью пользуется все-таки фастфуд здесь. Но, честно сказать... Ой, я прошла, мне аж тошнить начало. Я к фастфуду, наверное, теперь очень долго не притронусь после Хилтона. Потому что, да, неделю жить в Хилтоне, не питаться в обед только вот такой вот едой. И больше ничем. Не, все, фастфуд это не мое. Поэтому мы сейчас идем до номера, чтобы немножко переодеться, обмыться и пойдем в нормальный ресторан пообедать. Заодно покажем вам так обед. Заходим. Стандартно холодные закуски. Ну, зачастую мы проходим их мимо. И сразу идем с вами дальше. О, сегодня клубника. Кстати, в Хилтоне ее совсем не было. Какое у нас сегодня блюдо от шефа, салат от шефа? Это салат из помидоров с сыром фета. Попробуем? Вот такой вот салат с сыром фета. Такая красота. Горячая. Сате из мидий, рис с овощами, грибное сате. Супчик у нас сегодня суп с вермишелью. Скорее всего, что-то типа томатного супчика. И суп-пюре из овощей. Также у нас есть различная рыбка, в том числе красная рыбка, которая очень-очень вкусная. Сегодня дополнительно вот такая вот говядина жареная антрикот. Она идет под соусом. Вот там, вот смотрите, они делают ее со спаржей потрясающего вида, просто вот отпад. Обязательно возьмем, попробуем и вам расскажем. Дополнительное блюдо от шефа сегодня это ягненок с пюре из баклажанов. Ну, я считаю, что тоже стоит попробовать. Только с пастой. Смотрим, что у нас здесь есть. Паста с анчоусами. Просто макарошки. Паста с грибами. Спагетти. К ним соус болоньезе, неаполитанский соус. Картофель фри. Перец. А также пиде с картофелем. И пиде с мясным фаршем с фруктами. Помимо клубники, которая вот там выдается, обычная стойка с фруктами. А здесь у нас сате из индейки,
яйца со шпинатом мы их взяли, картофельное пюре, роти с курицей, я не знаю, что такое роти, честно скажу вам, обычный рис и рагу с клюквенной фасолью. Это не последняя стойка, это всего лишь выпечка. Конечно же, десерты. Я вам покажу их даже поближе. Вот такие вот здесь десерты. Куда же без пахлавы? А это наш любимый ситвач. И снова десерты. Мороженое. Дендерма. Теперь финальная стоечка. Это сыры. Здесь также, смотрите, есть бутерброд, так скажем так, с рыбкой с красной. Бутерброд с сыром моцарелла. Ну, конечно же, просто сыры. Можно взять пасту и посыпать из головки сыра. А здесь у нас соленья. И различные овощи. Ну, а мы уже выбрали, что мы сейчас будем кушать. Скажем так, уже набрали. Что? Наш скромный, нескромный обед. Как обычно, мы взяли всего, кроме салата, по одной порции, чтобы попробовать и вам рассказать. Салат с сыром фета. Вот такого салатика мне филта не хватало. Да? Вот заметьте, друзья, здесь обед. Уже второй раз мы на обед приходим, и здесь он другой. Да, есть что-то повторяющееся, но совсем другой. Здесь есть какие-то новинки. А в Хилтоне каждый день было одно и то же. Почему мы и возмущались сильно, а многие нас не понимали. Из салата были огромные тарелки, но есть, не от души. А здесь все приготовлено с душой. А вот это блюдо, это даже не от шефа, это вообще высокая кухня. Да? Спаржа, ростбиф и пюрешечка. И стык, мне кажется. Из тыквы. Это такое сочетание офигенно. Не все рестораны таким могут похвастаться. Так что я в ресторане. И Это та самая красная рыбка, без которой отпуск не отпуск. Я понимаю, вы все скажете, такую рыбку можно купить и у нас. можно. Можно, но зачем, когда я плачу за отдых, где я могу такую рыбку съесть? Ты моя девочка. Офигенно. Да, рыбка здесь вообще настоящая офигенная. Не просто там какая-то соленая, а во рту тающая. Реально вкусная. Обожрусь, но всю съем. Да. Это из этого пера? Да. Уплачено. Нам снова принесли, обновили аперольку и принесли вот такой вот прелестный десерт. Конечно, сюрприз. Правда, нам уже не знаю, куда мы его будем кушать. Он нам уже не лезет, но десерт очень красиво выглядит. Пробуй. Видео? Нет, там не видно. Где будешь? Видео? Оу! Браво. Тышкирдрим. Gelirim. Перед тем, как наш официант уходил, он спросил, вы хотите что-то еще извне? Мама говорит, Клубнику хочу. он сказал, хорошо, завтра будет. Он попрощался и ушел. Проходит время, приходит новый официант и говорит, вам просили передать клубники. Вообще просто. Вот это, обслуживание. да, вот это прям выше всяческих похвал. Да. Очень приятно. Да. Спасибо большое. Посмотрите на эту женщину. Она не может оставить в покое бедных рыбок. И теперь от нас это в разные стороны.
Можно я к вам спущусь, да? То есть мы их покормили. Теперь смотри, они прям... Но они сытые, у них уже сон, мама, уже вечер. Они бегут от меня. Обожрались хлеба. И теперь... А нет, вон обратно. Обратно бегут. Типа, это они за ними сплавали, типа... Давайте, айда сюда. Сейчас опять Мне кормить кажется, вода будут. темнее стала. Может, это от нашего хлеба? Нет. Вот видишь, они типа тех, кого не накормили, вот они приплыли. Они просто за ними сплавали. То есть ты так думаешь об этом, да? Ну да. А вон селявки, видишь? Какие селядки еще? Селявки. Селявки? Ну маленькие, которые рыбки. Вон, видишь, они вон прыгают. Вон селявки вот эти маленькие. Они подпрыгивают таким образом. В общем, короче, я не знаю для чего, но они... Нам туда. Да? Нам туда. Нет, кто из нас шампанское пил? Ты или я? Вот мне такой же вопрос. Ощущение, что я. Ну что, дорогие друзья, время ужина. И мы вышли... в ресторанчик. Да. Опять покушать. Дело в том, что мы заметили, что люди, наверное, возвращаясь с пляжа, занимают самые вкусные места в ресторане, которые на улице, вот на ужин, чем угодно. Майкой, трусами от купальника, кремом от загара, какой-то кепкой, очками. И потом, видно, они идут в номер, там помоются, почистят перышки и приходят. А места-то вроде как бы заняты. В общем, мы решили посмотреть, как это происходит. Мамулька понеслась вперед с надеждой, что места еще есть. Но прошу заметить, что там места уже практически нет. А? Давай здесь. А здесь уже воду поставили. Давай там тогда. О чем я и говорила, что места здесь занимаются гораздо раньше, чем... Да. Давай здесь. Как раз возле фонтанчика. Отлично. Ой, так. Пюре из шпината, жареные картофельные дольки. А здесь у нас ростбиф. Вот такая красота. Сельдь под шубой. Обалдеть. Бери две. Две? Да, и нам не надо, прям на стол сразу неси. Потому что это прям что-то нечто. Я прям в шоке. А там что? А там ростбиф. А здесь у нас рыбные крокеты, овощное сате, паэлья, дьявольская говядина, куриные имены и тушеные кальмары. Немножко тут красный цвет или все. Здесь получается картофель фри, луковые кольца, рис, каннелони со шпинатом, картофельное пюре, сате из брокколи. Я так понимаю, там смесь с морковкой. А здесь у нас блюдо от шефа. Это рулет из индейки. В этот раз у нас небольшой стол, поэтому мы в несколько заходов взяли по салату от шеф-повара, взяли блюдо от шеф-повара. А это что такое? Это мяско. Мяско? Да, это овощи в темпуре. Ага. Ну и Овощи, шпинатик, а это мяско. А я взяла кальмары и взяла рыбку. Попробуем. А потом дойдем с вами снова. Впервые пробуем сельдь под шубой в Турции. Сельдь под шубой, турецкая версия. Как тебе? Я поняла, что у них не комары задрали. Я поняла, что у них вот эта шуба, а роль сельди исполняет красная рыбка. Поэтому, Но у них нет как таковой сельди. поэтому вот так вот сделаем еще раз. Ну пробуй, ну расскажи мне, ну как тебе их вариация? Приближенно. Ну, вкусно? Вкусно. Потому что вот это копченый такой привкус, но очень вкусно.
Итак, паста. Макароны с соусом аррабиата. Макароны в сливочном масле. Макароны с соусом песто. Спагетти. К ним соус болоньезе. И соус неаполитанский. Также есть помидоры. Есть картофель фри. Помидоры, так понимаю, в гриле. Даже, судя по всему, они сыром посыпаны. Есть пиде с сыром, есть пиде с мясным фаршем. Здесь упаковывают с собой. Там детская комната и детское питание. Нут с мясом. Мясные фрикадельки с овощами. Булгур с курицей. Зеленая фасоль с помидорами. Ой, какая здесь прелесть, интересно готовится. Даже я не скажу, что это, потому что пока нет надписи. Это, скорее всего, какие-то овощи. Это пикапи с курицей и овощная темпура с соусом бенье. Там у нас холодные закуски, фрукты, различные виды фруктов. В том числе здесь же у нас торт Париж-Брест. Я так поняла, это начиненные пончики чем-то. И сверху шоколад. И стандартно сладкий стол. Очень вкусный сладкий стол. Ну и, конечно, мороженое. Стойка с арбузом и с дыней. Овощи, маслины, оливки, соленья. Ну а теперь предлагаю выйти на улицу и посмотреть, что нам предлагают на гриле. Сегодня у нас вот такая вот стоечка с различной рыбкой. Так поняла, это та рыбка, которую могут приготовить. Вареный картофель, форель на гриле. Два дорадо, два сибас. Два дорадо, два сибас, два. На гриле. И, наверное, на этом все, потому что на той стойке уже не готовят, судя по тому, что там нет людей. Это, скорее всего, уже а-ля карт. Но люди набирают себе рыбы как можно больше. Как видите, очень много желающих поесть рыбную продукцию. Но и в том числе в зале тоже очень много людей, кто хочет покушать какие-то блюда от шефа. Что-то необычное. И очень радует то, что именно в этом отеле есть такая возможность. Пошли мы прогуляться, найти кошечку какую-нибудь, чтобы покормить ее вкусненьким мяской. Но что-то мы не можем найти ни одну кошечку. Нет, мы видели кошаков, но они сидят возле а-ля карты и как-то вот не хотят никуда идти. Ну, потому что их там кормят, вот, подкармливают во всяком случае. Вот. И зачем им куда-то в темень уходить, когда там кормежка есть? Ну да. Но здесь не так много кошаков, собственно говоря. Может быть, они где-то и есть, но, видно, все по своим делам. Ну, они все разбежались, да. Ой, как сквозь цикада. Да. Все-таки он этот... Очень такой вот зелененький, да. прям вот вообще. Этот отель все-таки шикарен тем, что здесь есть променадные зоны. Угу. Природа, все свиристит, трещит. Кайф.
кайф. И променадная зона такова, что здесь никто тебе не мешает. В принципе, в Кемере тоже можно там выйти и пройтись по городу, но там зазывалы, все вот это мешает. А здесь просто идешь, наслаждаешься природой, слушаешь природу, Ну, вдыхаешь природу и ловишь кайф. и ловишь кайф. Вот. Релакс. Да. В Такой общем, релакс иногда нужен. мы решили пройтись немножко перед тем, как пойти собирать чемодан окончательно уже. Потому что завтра у нас ждет дорога домой. Дорога домой. Ох, быстро все-таки время пролетает. Да, как-то вроде неделю назад был день варенья, а сейчас уже все. Да. Неделю назад был день варенья, точно. А рыбок-то уже нет? Ну, рыбы спят. Они даже сейчас и, извините меня, да нет, вон, плавают. Это рыба-людоед, мам. Ручку засунь, узнаешь. Им это холодно, они так греются. Вот там, по-моему, если не ошибаюсь, Кремлин Палас. От Да. него музыка идет. Мгм. А мы, по-моему, здесь можем пройти под горками и выйти туда куда-то. Наверное, можем. Я видела, то люди шли. Я видела. Я лучше пойду в обратную сторону. Опять ты мне не веришь? Я верю. Я верю. Но между помойками идти не хочу. Ой, ладно, пойдем между деревьями. Не хочу я там Ну ходить. пойдем, все, я же иду с тобой. Пойдем. Вечно тебя тянет на какие-то приключения. Не хватает в моей жизни, видимо, драйва. При всем при том, что я небольшой любитель драйва, я больше такой за спокойный образ жизни. Но не хватает, видимо. Ой, не надо драйва, лучше спокойной жизни. А драйв мы себе сами. А то призываешь этот драйв, вот он иногда тебя и Колбасит. Да. А потом думаешь, нахрен он мне нужен был? Ой. Ну что, дорогие друзья, в итоге мы дошли до номера. Сначала подумали, что сейчас завершим с вами видео сегодняшнего дня и ляжем спать. Но потом мамочка сказала, а пойдем-ка посидим последний вечер, последнюю ночь в лобби. Немножко переоделись. Очень прохладно на улице. Кстати, когда солнце скрывается, прям реально холодно. Да, прям холоднее становится намного. Вот. Выкатились опять из номера. Ну да, надо как-то это, все-таки ложиться спать прям сразу на сытый желудок нехорошо. Сейчас, может быть, еще променад сделаем. Ну, а наше видео сегодняшнее мы хотим закончить. Да. У нас еще один день, это завтра. Завтра мы с вами увидимся вновь. Это будет финальный день нашей Турции. Ну и вы все увидите нашими глазами сами. Я надеюсь, он будет такой же позитивный и хороший. Для нас он позитивный. Ну, а вам, как обычно, мы желаем хорошего настроения, крепкого здоровья. И помните, друзья, что при любых обстоятельствах хорошее настроение мы создаем себе сами. Да? И еще я хочу сказать, что кто бы чего ни говорил, мы не ищем плохое. Плохое находит нас. А мы просто об этом рассказываем. Просто мы рассказываем о том, что происходит с нами каждый день. Да, и то, что мы видим своими глазами. Всего Пока-пока. хорошего.